Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Заработай сидя дома, и с вами как всегда Роман. Сегодня у нас будет немного необычное видео, оно будет чем-то похоже на интервью. Я буду озвучивать свои вопросы, на которые мой собеседник записал видео-ответы, ну и это все будет красиво смонтировано. Мой собеседник это парень, которому 16 лет, молодой криптант, так сказать. В этом видео он поделится своим опытом и немного расскажет о себе. Так что усаживайтесь поудобнее, можете взять что-то покушать, подписывайтесь, ставьте лайк и приятного вам просмотра. Привет, скажи нам, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет на данный момент? Привет, меня зовут Женя и мне 16 лет. Теперь расскажи, как ты узнал про крипту и сколько тебе было лет, когда начал заниматься криптой и вести каналы. Про крипту я узнал очень необычным способом. Я занимался нумизматикой, это коллекционирование монет. У меня были разные монеты СССР, 1950-х годов и так далее. И я смотрел на эту тему видео на ютубе, и у меня все рекомендации были в нумизматике. Я смотрел там, сколько стоят мои монеты в ютубе, смотрел самые дорогие монеты в мире, и вдруг мне в рекомендациях попалось видео про интересную монету биткоин, электронную. Я его посмотрел, оно было, если не ошибаюсь, где-то 20 минут, и мне очень понравилась эта тема, и я пошел к маме, показал ей это видео, и она сказала, что это обман. У меня тогда было 400 евро, и я хотел купить на эти деньги 2 биткоина. Тогда курс евро был где-то в 2-3 раза меньше, чем сейчас, поэтому это было не так много, и я их откладывал с дней рождения, с Новых годов за пару лет. Но в итоге мама сказала, что это обман, и я не купил. И по ее словам, я плакал и просил ее купить биткоин, но я этого уже не помню. В будущем я еще много раз слышал про крипту, но в нее не заходил. И вот именно зашел активно я 3-4 года назад по видео Эрдени на ютубе, как и большинство криптоновых школьников. Как появилась идея вести каналы и откуда пошло название CoinDrop? Как появилась идея вести свой телеграм-канал и откуда пошло название? Это было чуть больше 3 лет назад. Я снимал тогда видео в ТикТок про крипту и занимался аирдропами в телеграм-ботах. И тогда был очень популярный зарубежный телеграм-канал Airdrop Adventure, как так он назывался, если не ошибаюсь, и там было 600 тысяч подписчиков. Там были посты на английском языке, и я записал видео в TikTok, туториал, как зарабатывать на аирдропах в телеграм-ботах. И в этом видео я сказал, что вот, заходите в этот канал, там можете все актуальные аирдропы смотреть и выполнять. То есть я записал такой гайд. И потом мне в личное сообщение написал мой друг и сказал: а почему ты просто не создашь свой канал и просто будешь оттуда копировать аирдропы, и подписчики будут уже подписываться на тебя, и ты там будешь зарабатывать с рефок. То есть про рекламу тогда мысли не было, тогда были мысли только про рефки и получать аирдропы больше за счет реферальных ссылок. И таким путем я создал свой телеграм-канал. Название CoinDrop пошло оттуда, то что аирдропы монет, CoinDrop. То есть просто то, что первое пришло в голову. И у меня в ТикТоке уже тогда была аудитория, поэтому я максимально быстро за пару дней набрал пару тысяч подписчиков. Как заработал первые деньги в крипте и что это было? С чего я заработал первые деньги в крипте? Я, в принципе, тогда вначале закупал монеты на спот, там были какие-то небольшие заработки, небольшие сливы. В принципе, это считать я не буду, но вот то, что я прям помню очень хорошо, это была первая реклама в моем телеграм-канале. У меня было тогда 2000 подписчиков, и у меня купили рекламу за $4. И я на эти $4 купил себе там торт и отпраздновал 2000 подписчиков. Но если скрипты, то первые нормальные профиты пошли с темки Варсакин, суть которой была в том, что они в Discord кидают 500 кодов, и максимально быстро задача скопировать этот код и вставить на их сайте. И первые там 500 либо 5000 человек получали NFT-шку и потом ее продавали. Это все было на блокчейне VAX, новички могут даже про него и не знать. И с этого там получалось лутать пару десятков долларов в день. Если попадаешь в какие-то редкие NFT, то бывало и $80 за один чистый минт. Самый большой профит и какой это был проект? Самые большие профиты в крипте у меня прям какого-то одного нету, у меня их парочку. Первый это Glim от Wemix, плюс $2000. Второй это Launchpool Ena на Bybit, $3000. Третий это Staking Ena
на их платформе это где-то $2-2500, Юпитер $2500, и думаю, есть еще парочка тех, которые не упомянул. Короче, таких по $2-3 тысячи было очень много. Наверное, вопрос, который будет интересовать больше всех, сколько же ты зарабатываешь в месяц? Сколько же я зарабатываю? Я думаю, все понимают то, что это нестабильно, но если взять все сферы, это крипту и рекламу, то на пике это было чуть меньше $15 тысяч. Сейчас, вот за последний месяц, он самый плохой за последние полгода, $4000 заработано. Если брать именно с рекламы, сколько я зарабатываю, то на пике, я думаю, за месяц это было где-то 1008 чисто с рекламы. В сколько лет съехал от родителей и начал себя обеспечивать сам? Переехал от родителей я 3 месяца назад, то есть в 16 лет. Сейчас обеспечиваю себя сам. За это время я побывал в Дубае, Румынии и в Варшаве, где сейчас и живу. Как родители отреагировали на твои первые заработанные деньги и как реагируют сейчас? Как родители отреагировали на мои первые заработки? Это очень популярный вопрос, но, как по мне, он не совсем правильный, уместный, потому что это все было постепенно. Не было такого, что вчера там я нищий, и завтра я уже там зарабатываю по $15 тысяч в месяц. Такого не было. Все было постепенно. Там сначала 0 зарабатывал, потом там $150 за месяц, потом $300, потом 450. Все было постепенно, и так за 3 года как бы дошлось. И какой-то одной такой реакции на это как бы не было, на такие заработки. Но если говорить в целом, то понятно, что они хорошо к этому относятся и как бы поддерживают. Вот. Во что инвестируешь заработанные средства и есть ли у тебя какая-то конечная цель или мечта? Куда инвестирую заработанные деньги и какая у меня конечная мечта, цель? Деньги я инвестирую в основном в свой бизнес, то есть там, откуда я зарабатываю, туда и вкладываю, то есть усиляю сильно. В основном, вот раньше это были какие-то аллокации, могли быть какие-то там темки, где нужен капитал, то есть для хейбанков по типу там нода Solana у меня есть, там $10 тысяч вложено примерно, там Solana телефон заказывал, это тоже как бы вложения, которые окупаются, и разные вот такие вот темки, лаунчпулы, лаунчпады, вот чисто с лаунчпулов, лаунчпадов в хорошие месяца получается там делать 10% к сумме, как бы, к депу, можно сказать. Поэтому это самое прибыльное в моем случае, но в будущем еще планирую инвестировать для диверсификации в фондовый рынок, в основном это S&P 500, и недвижимость. Но для этого нужен как бы и подходящий капитал. То есть в недвижимость я планирую инвестировать, когда будет $1 миллион плюс. То есть, например, $1 миллион и 10% инвестировать там в недвижимость. Конечная моя мечта-цель. Как говорится, большая цель – это цель, к которой можно прийти, но только после смерти. Вот, у меня такая цель или мечта – это чтобы люди перестали говорить, что CoinDrop популярны благодаря крипте, и начали говорить, что крипта популярна благодаря CoinDrop. То есть работать до того момента. Вот, приведу аналогию, например, футбол. Да, есть какие-то обычные футболисты, не сильно какие-то популярные, и они популярны благодаря футболу. А есть какие-то там Рональдо, Месси, и вот благодаря им популярен футбол. Я вот хочу стать таким человеком в крипте. Вот такая вот конечная мечта, цель, которая заставляет меня вставать по утрам. Как говорится, проснулся утром, открыл Forbes, тебя нет, пиздуй работать. Чем будешь заниматься, чтобы заработать в случае, если крипта умрет? Что буду делать, когда крипта заскамится? Популярный вопрос среди каких-то родственников старого там поколения. И я всегда отвечаю то, что крипта существует уже 16 лет. Почему именно сейчас она должна заскамиться? А если она еще столько же просуществует 16 лет, то мне как бы про деньги уже думать не нужно будет. Вот. Но если же все-таки она заскамится, то я тогда буду переходить в сферу телеграм-каналов. Я по фактам сейчас и большую часть времени работаю в телеграм-каналах. То есть просто я на этом сфокусируюсь. То есть буду вести телеграм-каналы просто по другим сферам, буду пытаться сам лить трафик, буду пытаться закупать в эти телеграм-каналы и так далее. Возможно, еще начну снимать видео там про то, как развиться в социальных сетях, потому что мне как бы интересна эта сфера, и у меня как бы есть в ней опыт.
То есть буду снимать там, например, про разные искусственные интеллекты для съемки, монтажа там и так далее. То есть про какие-то полезные фишки. Вот такие, в принципе, у меня планы. Но по фактам просто сфокусируюсь на Телеграме. Я и так сейчас большую часть как бы им занимаюсь, но буду как бы фокусироваться на 100%. Ну и напоследок дай, пожалуйста, от себя советы начинающим криптонам и тем, кто хочет начать вести свой Telegram или YouTube канал. Советы начинающим криптонам и инфлюенсерам. И тем я могу советовать просто часами, что-то рассказывать. Ну, например, можете посмотреть мое видео на YouTube. Всего за 6 минут вы узнаете, как находить проекты и как их потом оценивать. Это уже будет лютейшая база, фундамент для того, чтобы чего-то как бы в этом достичь. Для новичков в крипте могу посоветовать делать тапалки, потому что это самое простое для новичка, потому что это сейчас самый актуальный тренд, и потому что профит довольно хороший, как для новичка, если это все абузить. И как бы вложения небольшие, можно быстро разогнать свой деп. Инфлам тоже быстренько закину пару советов. Первый, это если вы выкладываете видео в TikTok, то выкладывайте их сразу в Instagram Reels и в YouTube Shorts. Тем самым вы практически умножаете свои просмотры в 3 раза. Если записываете видео в YouTube, то нарезайте его через искусственный интеллект, либо сами, и выкладывайте самые важные какие-то моменты видео, тоже, опять же, в TikTok, в Instagram Reels и в YouTube Shorts. И третий совет – это изучать искусственный интеллект, как он может вам помочь в съемке видео, в монтаже и так далее. Вот реально, на своем опыте говорю, это может запустить вас в разы. Вот такой вот у нас получился видос, надеюсь, вам было интересно. Евгению большое спасибо также за видео. Ссылка на его ресурсы обязательно будут в описании под этим видео. Ну и жду в комментариях ваше мнение. Также поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Вам по традиции желаю только профитов и побольше бабок, и услышимся в новом видео.